Привет, друзья! Несколько лет назад я 2 года жила в Париже. Я училась, была студенткой и была финансово независима от своих родителей. У меня были совершенно разного рода подработки, от перевода тренингов до бэбиситинга, и моих доходов вполне хватало для нормальной текущей жизни, но не хватало на всякие излишества. В числе прочего я давала частные уроки и русского, и английского, и французского. Здесь нужно отметить некоторые особенности менталитета. Вот если можно представить себе русского олигарха, который озолотил свой персонал или оставил бешеные чаевые, то во Франции с этим немножко по-другому. Урок тогда стоил 20 евро. И в принципе человек с любым доходом, средним, высоким, платил эти 20 евро. Если человек был очень богатый, он мог заплатить 22 евро, 25, но обычно не больше. То есть люди как-то во Франции все-таки стремятся быть в рамках некого бюджета. В какой-то момент я начала встречаться с французом. Он был очень красивый, он был из богатой семьи, с претензией, и он очень красиво, очень стильно, очень со вкусом одевался. Он меня поначалу несколько подавлял вот этой своей, как мне казалось, прекрасностью. И мало того, что я жаловалась своей подруге, говорила: я для него недостаточно красивая, я для него недостаточно харизматичная, она меня успокаивала. Так еще и у меня была совершенно конкретная проблема. Мне нечего было надеть на свидание. У меня была куча какой-то никакой одежды, но по сравнению с ним я себя чувствовала заморашкой, золушкой. И у меня не было денег, чтобы купить себе крутую одежду и ему соответствовать. И неоткуда эти деньги было взять. Я страдала. В один прекрасный день раздается телефонный звонок. Русскоговорящая девушка, живущая в Париже, где-то увидела мое объявление и хочет уроки французского. Отлично, мы договариваемся о первом занятии. 20 евро, они мою проблему внешнего вида не решат, но все равно это хорошо. Мы встретились у нее дома. Она была замужем за достаточно богатым французом, он был в тот момент на работе. Мы начали заниматься. Надо сказать, что у девушки мотивация поболтать была несколько выше, чем мотивация заниматься. И час занятия как-то незаметно превратился в 4. Само занятие длилось час, но оно перемежалось чаепитиями, разговорами. Мне с тобой было интересно с ней поболтать, и поэтому я за временем особо не следила. И вот прошли 4 часа, наступил вечер, вернулся с работы муж, очень приветливый. Он спрашивает у своей жены: сколько вы так уже сидите? Она ему отвечает: 4 часа. И тут он легким, непринужденным жестом протягивает мне 80 евро. 80 евро, Карл! Для меня это в тот момент были совершенно невообразимые деньги. Огромные, бешеные деньги. И я ощутила это совершенно конкретно как чудо из чудес. И в тот же вечер мы с подругой пошли в магазин, и я купила себе самые крутые сапоги, которые были в том магазине. Они тогда стоили 100 евро. И на следующий день пошла на свидание с тем мужчиной и чувствовала себя принцессой.